Посольство США в Украине предупреждает о массированном ударе России. Подобное заявление Америка делала в прошлом году, за день до удара по Днепру российским орешникам. Детали. Европа и США заявляют о подготовке ультиматума Путину. Может ли Украина объявить одностороннее прекращение огня на 30 дней? И что будет, если Россия не согласится? Условия из офиса Зеленского. Грандиозный скандал между Венгрией и Украиной. Будапешт обвиняет украинских дипломатов в шпионаже, а Киев намекает на то, что венгры положили глаз на Закарпатье. Заявление сторон. Каллас против Фица. Премьер Словакии, находясь в Москве, ответил ЕС, что именно. Западная пресса пишет о победе Путина, детали резонансной статьи, а также о том, как конфликт между Пакистаном и Индией на руку Китаю, почему акции китайских компаний стремительно растут. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с новостей из одной из горячих точек на карте нашей планеты – обострение между Пакистаном и Индией на руку Китаю. Пекин внимательно следит за тем, как используется в бою китайское оружие, которое КНР годами поставлял Пакистану. Уже известно, что в воздушном бою между силами Нью-Дели и Исламабада Исламабад фактически одержал победу, сбив, как заявлялось, сразу 5 истребителей. Индия признавала потерю лишь 3. Приземлить индийские, а точнее французские «Рафали» смогли китайские истребители G-10C. Западная пресса пишет, что внимание мира приковано не только к линии фронта, но и к качеству китайского оружия. Впервые за десятилетия китайские боевые технологии оказались в центре настоящего военного столкновения. И это может стать моментом истины для Пекина. После победных новостей об эффективности китайских самолетов акции китайского авиагиганта взлетели на 40% за неделю. Инвесторы и военные аналитики расценивают это как мощный сигнал. Китайское оружие вошло в игру. Китай, который десятилетиями наращивал арсенал, вливая миллиарды в модернизацию армии, теперь получает шанс проверить свои разработки в реальном бою. Особенно это касается авиации, ПВО и ракет. Именно эти системы поставлялись Пакистану в рамках стратегического альянса двух стран, пишет CNN. Например, за последние 5 лет Китай обеспечил 81% всех военных поставок Пакистана, включая истребители G-10C, ракеты ПЛ-15, радиолокационные системы и ЗРК HQ-9B. Все это теперь проходит полевые испытания в прямом противостоянии с западной техникой, включая американские F-16 и французские «Рафали». Отмечу, что Китай пока официально дистанцируется, но в Пекине внимательно следят за развитием событий. Для Си Цзиньпина это шанс доказать миру, что китайские технологии не уступают западным, а возможно уже начинают превосходить их. Большой международный скандал между Будапештом и Киевом. Венгрия высылает 2 украинских дипломатов, которых считает шпионами, работающими в посольстве под прикрытием. Громкое заявление сделал глава МИД Венгрии Сиярто. Он обвинил Украину в антивенгерской пропаганде и сказал, что венгры этого терпеть не будут. Но такие заявления прозвучали лишь через несколько часов после того, как Украина также обвинила Венгрию в шпионаже. Об этом детальнее расскажу сразу после того, как послушаем Сиярто. Более того, венгерский народ сейчас готовится решить, может ли Украина стать членом Европейского Союза. Мы не потерпим, чтобы подобные клеветнические акции постоянно предпринимались в Украине против Венгрии, против венгерского народа. Поэтому мы выслали из Венгрии 2 шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Мы только что передали решение и список послу Украины в Будапеште здесь, в нашем Министерстве иностранных дел. Украина наносит зеркальный ответ и также выдворяет венгерских дипломатов. На то, чтобы покинуть страну, у них есть лишь 2 суток. 2 венгерских дипломатов должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Только что мы вызвали посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту. Мы действуем в ответ на действия Венгрии, руководствуясь принципом взаимности и нашими национальными интересами.
Отношения между Венгрией и Украиной и так были непростыми, но очередной накал произошел после того, как утром 9 мая СБУ заявила, что разоблачила первую в истории венгерскую шпионскую сеть военной разведки, которая действовала на территории Украины. Киев официально заявил, что речь идет не о случайной утечке информации, а о целенаправленной операции в чувствительном регионе Закарпатья, где проживает большая венгерская диаспора. По данным СБУ, венгерские агенты охотились за разведданными, дислокацией ВСУ, система ПВО, настроение населения, реакция на возможное появление венгерских войск. Все это попадало в отчеты, уходившие в Будапешт. Среди задач также были сбор информации о нелегальном оружии и попытки вербовки новых информаторов. В Венгрии отрицают все эти заявления, которые похожи на то, что порой появляется в прессе. Речь об оккупации западной части страны. В частности, о переделе Украины. В то же время официально стороны не говорили об этом. Западные усилия изолировать Путина провалились. Такие строки можно найти в статье издания «Вашингтон-Пост», которая пишет о военном параде в Москве. Издание уточняет, что Путин связал победу во Второй мировой войне с ожидаемой победой в Украине. В условиях, когда союз между США и Европой ослабевает, украинские силы находятся под давлением, а мирные переговоры в основном проходят на условиях России. Авторы материала пишут, что если в предыдущие годы парад был скромным и тихим, то накануне Путин был окружен 2 десятками мировых лидеров, что стало его личной победой. Несмотря на интенсивные дипломатические усилия, Россия привлекла лишь 2 европейских лидеров, известных своими прокремлевскими взглядами, а большинство иностранных гостей Путина были из бывших советских республик. Символически важные лидеры, такие как представители Индии, не приехали. А 2 представителям Европы уже досталось. Их активно критикует в ЕС. Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, не понимает ни Фица, ни Вучича, которые добрались до российской столицы. Как можно стоять плечом к плечу с человеком, который действительно решил отправить солдат убивать других солдат, и поэтому так много ненужных смертей, так много ненужных страданий людей? Так как можно сегодня стоять в Москве, я не могу этого понять. Фица молчать не стал и решил дать так называемую дипломатическую пощечину. Заявил Каллас, что поехал в Москву, чтобы выразить уважение десяткам тысяч солдат Красной Армии, которые освободили Словакию, а также задался вопросом, далее цитата, «Как можно заниматься дипломатией и внешней политикой, если политики не будут встречаться и вести нормальный диалог по вопросам, по которым у них разные взгляды?» Конец цитаты. Как высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, ты не имеешь абсолютно никакого права критиковать суверенного премьер-министра суверенной страны, который конструктивно подходит ко всем вопросам европейской повестки. В-третьих, я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которым ты так интенсивно работаешь. В то же время Европа и США активно работают над предложением об объявлении 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом пишет Рейтер. Работа уже на финальной стадии. В материале говорится, что сейчас продолжаются дискуссии о том, следует ли Украине объявить одностороннее перемирие, поставив Кремль перед фактом. Или все же стоит дать России какое-то время, чтобы подумать и в итоге отреагировать на предложение. Если же Москва откажется, будут введены новые санкции, отмечает агентство, однако какие именно, не уточняется. Напомню, что накануне новый канцлер Германии внезапно выразил надежду, что соглашение о прекращении огня в Украине возможно в ближайшие дни. Мяч сейчас исключительно на стороне Москвы. Только там будет решаться, есть ли шанс на установление более длительного прекращения огня в Украине, начиная с предстоящих выходных, то есть с начала следующей недели. Подобное заявление с угрозой того, что по Москве может быть нанесен экономический удар, прозвучало и в Киеве, в офисе Зеленского. Ермак говорит о жестких санкциях. Сегодня процесс на этапе щодо визначення. Сегодня процесс находится на этапе определения, когда, если Россия не примет эти условия, начнется процесс дополнительного давления, в первую очередь в виде очень жестких санкций. Законопроект готов в Конгрессе США. Украина занимает проактивную позицию. Я считаю, что этот процесс будет двигаться.
Тем временем посольство США в Украине на фоне разговоров о перемирии опубликовало тревожное сообщение. Американцы предупреждают о возможном российском ударе по Украине. Гражданам США, которые находятся в стране, предлагается заранее найти укрытие, не игнорировать воздушную тревогу и сделать запас воды, еды и медикаментов. Посольство США в Киеве получило информацию о возможной значительной воздушной атаке, которая может произойти в любой момент в ближайшие несколько дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги. Отмечу, что посольство США в Украине крайне редко публикует аналогичные сообщения. Интересно, что подобного рода предупреждение появилось на сайте посольства 20 ноября 2024 года, а уже 21 ноября Россия ударила орешником по Днепру. Означает ли, что и в этот раз будет нанесен такой удар, неясно, но в преддверии 9 мая в российских СМИ активно распространяли заявления о новом применении орешника. В то же время в НАТО вновь заговорили о том, что пока Украину не собираются брать в альянс, чтобы стать тем самым гарантией безопасности, но в перспективе такой вариант возможен. Все в НАТО согласились с тем, что путь Украины в направлении НАТО будет необратимым. Но мы никогда не соглашались на то, что членство Украины в НАТО будет гарантировано в рамках мирного соглашения. Об этом никогда не договаривались. Но в долгосрочной перспективе Альянс НАТО сказал «да». Что будет эта перспектива членства в НАТО? Это в долгосрочной перспективе, а не на мирные переговоры, которые сейчас продолжаются. Друзья, в конце традиционно интересно ваше мнение. Что думаете о скандале между Украиной и Венгрией? Почему сейчас? Для чего? Как относитесь к данным США, которые предупреждают так громко и официально о ракетном ударе в ближайшие дни? Пишите свои варианты в комментариях. И спасибо вам за все комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.